Всем привет! Меня зовут Анна, и сегодня я хочу показать и рассказать вам о своем большущем путешествии. Это самое гигантское путешествие за все время моей жизни. Мы отправимся с вами из Самары, затем в Пензу, Тамбов, Воронеж и наш конечный пункт Санкт-Петербург. А обратный маршрут у нас также пролегает через Воронеж, Тамбов и Пензу. То есть я буду вам все показывать, это будет влоговое видео, надеюсь, вам будет интересно. Я буду рассказывать вам обо всех особенностях и впечатлениях, которые вызывают у меня каждый город. И буду показывать вам архитектуру разных городов и просто нашу поездку, наше путешествие. Кто любит путешествовать, ставьте лайк. Время 7:30, и мы наконец-то выходим из дома. Это были ужасно тяжелые сборы, но в итоге мы все собрались. И сейчас мы идем в машину. Но сначала давайте немного о сборах. Эта поездка многому меня научила, например, компактно складывать вещи. Все свои вещи я складывала по мастер-классам, и поэтому мне удалось взять больше гардероба. Перед поездкой мы закупились в метро контейнерами. С ними вещи не теряются, не пылятся. Контейнеры можно подписывать, и их удобно складывать в машину. Мы думали, в дороге будет удобно кушать с подносов, но они нам не пригодились. Позже, когда я приехала в Воронеж, я просто складывала бисеры вязания в свой поднос, он с бортиками. Еще в дорогу мы купили очень милые чашечки, салатницы и блюдечки из бамбука. Машина была завалена вещами, но зато мы взяли все, что любим, что дорого, и все необходимое на все случаи жизни. Наблюдая в окно за дорогой, иногда можно было увидеть много нового. Какие-то заводы, склады, интересные здания и даже высокую бетонную стену. Первую остановку на сон мы сделали в Сосновом лесу в Самарской области. Там не было частных домов, что удивительно. Это место словно создано для отдыха и оздоровления путешественников, которым предстоит дальняя дорога. Какой же здесь чудесный аромат сосен, сложно передать словами. Уже монтируя видео, я заметила нечто необычное. Как вы думаете, что это, дух леса или игра света и тени? Дорога была очень длинной и монотонной, даже опасно убаюкивающей. Бескрайние поля, дороги. Кстати, мне очень понравились дороги, напоминающие взлетную полосу, когда машина поднимается в гору. Замечали такие дороги? Когда спишь в машине, все затекает. Ловите пару веселых селфи. Еще в дороге могут встретиться неожиданные вещи, например, абсолютно неосвещенный участок дороги. Мы ехали ночью, разметки нет, все сливается в кромешную тьму. Было ощущение, что мы на льду. Только фары машины вдалеке немного давали понять, куда нужно двигаться. А ведь еще есть машины, которые едут навстречу. Очень легко потеряться без освещения дороги, это очень страшно. На другой дороге было внезапное сужение полосы из-за монтажных работ. Там было натыкано столько знаков и фонариков, что непонятно было, куда ехать и где асфальт уже снят. Однажды на дороге просто оставили кабель, даже без предупредительных знаков. Было ощущение, что мы проехали лежачий полицейский на большой скорости. Так что тоже надо быть внимательными. Так, на нашей звездочке мы доехали до Пензы. Оказывается, у них тоже есть свой ЦУМ. И вот пара фоточек, снятых на ходу. Мы прогулялись в центре города по пешеходной улице Московской. Я успела сфоткать памятник Пензяку Толстопятому. Композиция состоит из двух фигур полководца Александра Суворова и солдата, которого тот похвалил за смекалку и шутливо назвал Толстопятым. Город очень похож на Самару, причем Самару смешанную с старой Самарой. Вот у нас старый город есть в Самаре, где такие старинные дома, деревянные, с такими резными наличниками, зодчество, все дела.
и старинные каменные дома также с украшениями. И вот в Пензе как-то все перемешано. И старинные дома, и частные дома, и деревянные с резными наличниками, и современные дома. В общем, это как Самара, только вся такая вперемешку. Касательно архитектуры. Вот. Пенза такая небольшая, достаточно скромная, красивая. Вот. Мы там покушали в Макдональдсе, после чего все ужасно жалели, потому что приезжаешь как бы здоровым, а после Макдональдса выходишь уже не здоровым, потому что, я так ощущаю, в общем, как бы все хорошо в Макдональдсе было, все нормально, но очень тяжелая еда, очень глютеновая, очень жареная на масле, очень соленая и такая тяжесть потом в желудке, поэтому я решила, я больше в Макдональдсе ничего не буду есть, ничего не буду покупать. Вот. Я, по крайней мере, так думаю. Кстати, Макдональдс у них находится в таком старинном красном здании из красного кирпича. Очень красивое здание, выглядит дорого, богато, супер. И рядом административное здание. Вот. И что-то у них там какие-то здания с колоннами тоже красивые очень. Мне нравится очень здание с колоннами. Вот. В общем, Пенза крутая. Я сейчас нахожусь в Пензе, на фоне главного Макдональдса центрального. Здесь такая чудесная аллея, парковая, прогулочная, и я ем тирамису.